Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым ездили на доклад к Верховному главнокомандующему Российской Федерации, чтобы отчитаться за свою работу за первое полугодие текущего года. Верховный главнокомандующий отметил несомненный вклад антикоррупционного комитета в укрепление Российской Федерации и борьбу против преступности и коррупции. Важными правительственными наградами были отмечены следующие сотрудники организации, известные артисты. Орденами за заслуги перед Отечеством были награждены Александр Розенбаум, Алексей Кравченко, Евгений Сидихин, Александр Балуев и Федор Добронравов. А ордена мужества получили Юрий Антонов, Руслан Байсаров, Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин. Однако праздничное мероприятие было омрачено трагическим событием, которое произошло в утренние часы в следственном изоляторе города Москвы. К слову сказать, что на сегодняшний день в данных заведениях находится много публичных личностей. В женском изоляторе находится телеведущая Елена Малышева, певица Маша Распутина, Татьяна Навка и Людмила Нарусова. А в мужском следственном изоляторе бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, телеведущий Александр Масляков и практически вся семья бывшего министра обороны Сергея Шойгу. В основном данные преступные элементы обвиняются в финансовом мошенничестве в особо крупном размере, получении денежных взяток и поставке некачественного оборудования в зону спецоперации. Сегодня утром было запланировано важное мероприятие – перевоз арестованных зятя Сергея Шойгу, известного спортсмена и блогера Алексея Столярова, и сына Сергея Шойгу, молодого певца Даниила Шойгу, в другой следственный изолятор для проведения следственных мероприятий. Однако перемещение арестованных пошло не по плану. Машину с арестантами подрезали две черные иномарки, и из них был открыт огонь на поражение. По данным следствия, неизвестные преступники попытались освободить Алексея Столярова и сына Сергея Шойгу. В результате нападения были ранены два охранника, и первоначально зятю и сыну Сергея Шойгу удалось скрыться, но только ненадолго. В связи с чрезвычайностью ситуации охранники получили приказ не брать живыми преступников. В результате чего зять Сергея Шойгу, блогер и спортсмен Алексей Столяров, получил тяжелые ранения и на данный момент находится в реанимации. А сын Сергея Шойгу, молодой певец и блогер Даниил Шойгу, погиб до приезда скорой помощи. Пока бывший министр обороны Российской Федерации никак не комментировал произошедшее событие. К слову сказать, что сам Сергей Шойгу несколько недель назад также находился в камере временного задержания, однако ему удалось временно выйти на свободу в связи с отсутствием полных доказательств. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков и министр обороны Андрей Белоусов заявили, что в произошедшем преступники виноваты сами. За дерзкий побег они получили заслуженное наказание. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Известную певицу Татьяну Буланову спустя месяц после трагедии привлекли к уголовной ответственности. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько недель назад в семье Татьяны Булановой произошла трагедия. У Татьяны Ивановны произошел конфликт с ее молодым супругом, предпринимателем и бывшим спортсменом Валерием Рудневым, за которого она вышла замуж год назад. Приехав с музыкального концерта раньше времени, Татьяна Ивановна Буланова застала в своей квартире своего супруга с подругой и устроила конфликт. Муж певицы Валерий Руднев находился в состоянии алкогольного опьянения, и Татьяна Буланова якобы по случайности столкнула его с балкона 4-го этажа. На данный момент супруг певицы Валерий Руднев уже больше месяца находится в реанимации. Рассмотрев все обстоятельства дела, раньше была версия, что Татьяна Буланова совершила преступление в состоянии аффекта,
полиция все-таки приняла решение Татьяну Буланову из-под домашнего ареста перевести под стражу. Окончательная мера наказания для Татьяны Ивановны Булановой будет определяться в связи с состоянием здоровья ее супруга. Антикоррупционному комитету во главе с Никитой Михалковым не удалось пока открыть филиал в городе Севастополе. Они встретили большое сопротивление со стороны местных властей. Однако сотрудники комитета Никита Сергеевич Михалков и министр обороны Андрей Белоусов считают, что это временная заминка. Комитету удастся побороть коррупцию и преступность в этом городе и открыть филиал. Благодаря работе антикоррупционного комитета и органов полиции было увеличено время пребывания в следственном изоляторе для супруги пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяны Навки. Татьяна Навка, которая обвиняется по нескольким направлениям, среди которых получение денежных взяток в особо крупном размере, будет находиться в женском СИЗО города Москвы до 1 октября текущего года, до того момента, пока начнется суд. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков отклонил прошение пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего перевести его супругу под домашний арест. Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище столицы большое мероприятие. Проходит День памяти известного российского певца Юрия Шатунова. На кладбище находятся тысячи жителей России и города Москвы. Известный певец ушел из жизни ровно 2 года назад, 23 июня 2022 года. Антикоррупционный комитет, который заботится о памяти известного певца, не прошел мимо памятной даты. На родине Юрия Васильевича Шатунова сегодня в городе Кумертау была открыта детская бесплатная музыкальная школа, которая будет носить имя известного артиста. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня на Кунцевском кладбище столицы собрались многие сотрудники антикоррупционного комитета. Провожали в последний путь дочь сотрудника антикоррупционного комитета и известного певца Сергея Беликова, которая ушла из жизни несколько дней назад в результате онкологического заболевания. Ну и важные новости о состоянии здоровья сотрудников организации по борьбе с преступностью и коррупцией. На данный момент в тяжелом и критическом состоянии здоровья находятся 3 сотрудника антикоррупционного комитета. Актер Михаил Боярский, дочь Никиты Михалкова Анна Михалкова и супруга Льва Лещенко Ирина Лещенко, которой совсем недавно вновь стало хуже. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.